Всех приветствую в своей новой мастерской, где я продолжу собирать квадру VTEC из Cyberpunk 2077. Была небольшая задержка в выходе видео, так как нужно было сделать определенные дела, и провести ремонт в пристройке к основной мастерской. Как я и говорил в прошлом видео, старая мастерская мала для этой тачки, и я перенесу ее в новую, которая не ангар, конечно, но значительно больше предыдущей. А старую мастерскую буду использовать для других проектов, или, например, для сварки рамы. Все детали, как и в прошлый раз, буду крепить к несущему деревянному каркасу. При сборке макета буду использовать специальный клей, который склеит все части в единое целое. Для удобства решил задние крылья склеить отдельно. Как выяснилось позже, это не совсем правильно, так как лучше все собирать по месту, так будет гораздо ровнее и следующие детали будут нормально стыковаться. Кстати, а вы знали, что разработчики игры в интервью прессе рассказали интересную новость? Quadra VTEC не будет единственной машиной в игре, а у игрока будет свой собственный гараж, где будут стоять машины и мотоциклы. Признайтесь, вам же нравятся игры с крутыми тачками, а хотите знать, в какой игре еще больше машин, в том числе и русских? В новой бесплатной ролевой игре с открытым миром Next RP. Именно здесь все машины из реальной жизни с возможностью тюнинга. Здесь знакомые вам российские города, ваши родные дома, улицы и магазины, море развлечений, стрелки, уличные гонки, стычки банд. А для удобства корпоративной игры встроен голосовой чат. Больше не нужно набирать длинные сообщения. Зови друзей и создавай свою атмосферу игры. Тысячи игроков ждут тебя. Переходи по ссылке и начинай играть уже сейчас. Пока крылья склеиваются, принялся собирать багажник из пенопластовых элементов. Все элементы должны быть строго по уровню, тогда макет должен склеиться правильно, без выступающих деталей. Теперь можно приклеить задние крылья. Во время сборки таких макетов просто незаменимая вещь — лазерный уровень, так как в программе порезки 3D моделей все разрезалось строго вертикально и горизонтально, и собрать теперь нужно точно так же. После задней части стал собирать среднюю, также на деревянный каркас, который с прошлого раза усилил распорками. Начал с крыши. Попутно исправлял косяки, которые сделал в прошлой части, неправильно склеил между собой два элемента крыши. Проблемы начались с правой стороны по ходу движения. Никак не получалось состыковать нормально арку двери. А вот с левой стороны все идеально подошло. Стал примерять все размеры, и на удивление все совпало. Но даже при всем при этом элемент двери не хотел вставать как надо. Решил сделать лекало с левой двери из малярного скотча и приложить к правой, понять все-таки, что же не подходит. Слишком высоко стыкуется деталь двери из-за неправильной обрезки периметра. Скорее всего, при вырезании по какой-то причине шпиндель сместился и неправильно вырезал этот элемент. Опустил бракованную деталь на пару сантиметров, и вроде бы все подошло, и даже сошелся другой размер, который также не соответствовал. Не стал переделывать эту деталь, исправлю этот недочет позже монтажной пеной, а пока продолжу сборку. Боковые элементы двери вырезались с небольшой погрешностью возле порога. Может быть, кстати, в тот момент начал рваться приводной ремень. Этот недостаток я заметил только тогда, когда станок совсем стал вырезать не то, что нужно. После приклейки боковых частей пришлось немного подрезать нижнюю часть порога, и все встало на свои места. Детали лобового стекла идеально подошли в ширину получившегося проема, а значит, все собирается хорошо по размеру. Осталось собрать переднюю часть. Для нее сделан недостающий деревянный каркас. Далее обклеил его пенопластовыми деталями.
еще один кривой элемент в конструкции, который в принципе несложно исправить монтажной пеной. При вырезании на ЧПУ станке получилось так, что бампер отзеркалился и табличка с номером оказалась с другой стороны. Не знаю, может быть отзеркалю его в обратную сторону, но пока оставлю все как есть. Все детали собрал, но еще не хватает некоторых элементов, передних крыльев и задних расширителей. Нарезал эти детали также на ЧПУ станке и приклеил их на свои места. Для полноты картины также нарезал колеса. Кстати, я думаю, они мне тоже пригодятся. Вряд ли я найду такие диски, и можно по макету колес склеить колпаки для металлических дисков. Заднее колесо получилось просто гигантским, а таких на заднем мосту будет аж 4 штуки, и следовательно будет гигантская подрессорная масса. Также сделал и переднее колесо. Вот теперь все элементы на месте, и все выглядит очень круто. Не хватает только заднего спойлера, который, наверное, придется распечатать на 3D принтере. В макете куча дыр и кратеров, которые я буду исправлять в несколько этапов. Первым этапом будет грубая доработка монтажной пеной. Борта играют при малейшем прикосновении, их нужно закрепить к основному каркасу. Это я сделал с помощью пенопластовых опор и монтажной пены. Теперь все в порядке. Хочу попробовать в доработке кузова финишную шпаклевку, которая осталась после ремонта. Если не получится сэкономить, куплю обычную двухкомпонентную автошпаклевку. Попробую сделать пробное нанесение и оставлю до полного высыхания. А пока всем спасибо за просмотр и поддержку, ставьте лайки, оставляйте комментарии, даже если хотите, можете посмотреть этот ролик снова, это помогает продвижению видео на YouTube. Еще раз всем спасибо, увидимся в следующей части.